Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Если вы решили удивить своих гостей разнообразными закусками, можно сделать шикарные тарталетки из слоеного теста с курицей и грибами. Благодаря сливочному соусу закуска будет сочной и нежной. В сочетании с хрустящим слоеным тестом это просто парад вкуса. Такая закуска отлично подойдет для новогоднего стола. Порадует гостей не только внешним видом, но и вкусом. Уверяю, что такое лакомство съедается самым первым. Для приготовления нам понадобится 300 грамм слоеного теста, 500 грамм куриного филе, 1 большая луковица, 400 грамм грибов, у меня шампиньоны, сливки 150 мл, сливки не жирные, у меня 20%, соль, перец, 100 грамм сыра, 1 яичный желток, столовая ложка молока и кунжут для украшения. Первым делом приготовим начинку. Одну большую луковицу нарезаем небольшим кубиком. Куриное филе промываем под проточной водой. Убираем ненужные жилки и нарезаем небольшим кубиком. Шампиньоны я никогда не чищу, просто промываю под водой и затем нарезаю так же, как и предыдущие ингредиенты, небольшим кубиком. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла, нагреваем на среднем огне и высыпаем лук. Пассируем, периодически помешивая до прозрачности и легкой золотистости. Теперь добавляем куриное филе. Тушим все вместе 5-6 минут. Не забываем при этом перемешивать. Куриное филе должно поменять цвет, стать таким вот светлым. Теперь добавляем грибы. Снова все тщательно перемешиваем и тушим. Грибы должны отдать свой сок и уменьшиться в размере. Солим, перчим по вкусу. Когда большая часть жидкости испарится, добавляем 150 мл сливок. Они должны быть теплые или комнатной температуры, чтобы сливки не свернулись при контакте с горячими ингредиентами. Тушим все вместе минуты 3. Пробуем на вкус. Немного специй. Начинка готова. Выключаю и перейдем к формированию тарталеток. Начинку можно приготовить заранее, за день до торжества. Для формовки я буду использовать вот такие вот баночки. Здесь у меня когда-то была томатная паста, теперь я храню в них специи. Обязательно промываю, убираю этикетки и просушиваю. Берем фольгу, отрезаем прямоугольник шириной чуть больше, чем банка. Загибаю один край, чтобы он был ровным. Берем баночку и заворачиваем ее в фольгу, выше серединки банки. Подминаем низ, чтобы он был ровный. Готово. Таким образом проделываем со всеми баночками. Когда я готовила такие тарталетки в первый раз, тесто у меня намертво прилипло к банкам, а на некоторых еще сползло вниз во время выпечки. Поэтому настойчиво рекомендую использовать фольгу. Если у вас нету баночек, можно использовать стаканы с толстыми стенками, чтобы стекло не треснуло при выпечке. Теперь берем тесто, у меня тоненькое, если у вас толще, обязательно раскатайте, чтобы после выпечки оно не было слишком пышным. Вырезаем ровную полоску шириной выше серединки банки. Заворачиваем. Лишнее отрезаем. Соединяем надрез. Аккуратно подбираем донышко. Оно у нас также должно быть ровным, чтобы при выпечке баночка не наклонялась, иначе тарталетка получится кривой. Тесто тонкое, быстро нагревается, поэтому как только я сформировала одну заготовку, отправляю ее в холодильник и формирую следующую. Обрезки также соединяю между собой и окутываю еще одну баночку. Хорошо пройдитесь по швам, чтобы в процессе выпекания тесто не отклеивалось друг от друга. Из 300 грамм теста у меня получилось ровно 8 заготовок, с учетом обрезков. К одному яичному желтку добавляем 1 столовую ложку молока и перемешиваем.
Берем по одной баночке и смазываем желтком. Посыпаем кунжутом. Заготовки сразу же ставим на противень, засланный пергаментной бумагой. Вот такие заготовки у нас получились. Выпекаем при температуре 180 градусов до румяности, примерно 10 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовым тарталеткам даю немного остыть. Учитывайте, что тесто очень хрупкое, поэтому аккуратно достаем банки, они очень легко достаются. И только потом достаем фольгу. С этим проблем также не будет. Формочки готовы. Теперь наполняем подготовленной начинкой. Твердый сыр измельчила на мелкую терку и выкладываю в каждую тарталетку. Снова отправляем в духовку на 2-3 минуты, можно микроволновую печь, чтобы сыр подплавился. Готовые тарталетки выкладываю на блюдо, пока не горячие, украшаю половинкой помидора черри, черной оливкой и веточкой петрушки. Выглядит такая закуска очень нарядно. Сочные шампиньоны, сытная нежная курица в сливочном соусе. И все это прекрасно дополняет румяная хрустящая тарелочка из слоеного теста. Но невозможно остановиться на одной штучке. Такое блюдо можно приготовить и на праздник, и в обычный будний день, к чаю или как перекус. Получается бесподобно вкусно. Сочные, мягкие, нежные, прекрасно сохраняют форму, а какие они вкусные и ароматные, не передать словами. Друзья, настойчиво рекомендую приготовить такую закуску. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте свои отзывы в комментариях под видео и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.